Всем hello, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава, и в этом выпуске я хочу рассказать про свои любимые ароматы от классного итальянского модного дома Giorgio Armani. Расскажу свои ассоциации с этими ароматами, вкратце историю этого бренда и почему я сейчас решил записать этот видеоролик именно весной, потому что их ароматы у меня почему-то ассоциируются больше с весной, летом. Они такие яркие, они свежие, легкие, можно сказать. И вот как сама страна Италия, да, она такая солнечная, цитрусовая, не знаю, какая-то веселая, да, там веселые люди. Вот, и так у меня с этими ароматами. Такое вот ассоциация сложилась, впечатление от этих ароматов. Расскажу про дом. Giorgio Armani основан был самим Giorgio Armani. Он до сих пор живой, ему на данный момент 88 лет. Он считается одним из самых богатых людей в Италии. И также входит в список Forbes, один из богатых людей вообще нашей планеты. Он начинал свою деятельность с модельера, с пошивкой одежды. И только в 1982 году он сделал соглашение с маркой L'Oréal. И они начали изготавливать уже парфюмерию. Первый аромат они изготовили для женщин. Называется он Armani Le Parfum. Я с ним не знаком, я его не знаю. И следующий аромат у них был мужским. Называется Armani Eau pour Homme. Вот. У меня в коллекции всего лишь 5 ароматов от Giorgio Armani. И первый мой самый любимчик. Вообще тема цитрусовых ароматов на нашем канале. Сергей любит цитрусовые ароматы. Я вот не так давно задумался, какой же у меня любимый цитрусовый аромат. И я нашел на своей полке два таких для меня идеальных цитрусовых аромата. Это от компании Molecula 05 Eccentric. Это цитрус вперемешку с хвойными нотами и такой зеленый. И второй цитрусовый аромат у меня от компании Armani. У них есть вообще такая линейка Armani Privé. И называется эта линейка и посвящена то, что это коллекция высокой моды от Couture у Giorgio Armani. И вот есть у них такие тоже не особо дешевые ароматы от этой коллекции. Называется он Оранжерея Venice. Флакон выглядит просто потрясающе. У него такая крышка лаконичная, камушек такой гладкий. Вот. И почему я начал про цитрусовые ароматы? Для меня это идеальнейший цитрус, который я с удовольствием ношу. И почему я сейчас вот записываю это видео? Он идеально подойдет на весну, на лето. Он никого не удушит, никого не задушит. Да, это вообще стартует именно таким цветком апельсина, нероли. Скорее всего, это вот оранжерея, да. В дальнейшем он уже начинает раскрываться именно самой коркой апельсина, цедрой, мякотью апельсина. И апельсин здесь такой немного с горчинкой. Вот именно корка дает, цедра, горчинку в апельсине. Вот у меня такая ассоциация с этим ароматом. Это вот такая плантация апельсиновых деревьев, которые там цветут они. Из этих цветков нероли произрастают потом сами апельсины, получаются. Ой, какой же он красивый. И это для меня такая перемешка цитрусы и цветы. Но цветы здесь именно тоже цветки апельсина. И он такой свежий, он довольно шлейфовый, он довольно стойкий. Но шлейф здесь недолгий. Он будет держаться, примерно 2 часа. Потом он уже садится на вашу кожу близко. И вы уже, как бы сказать, этот аромат такой
в таком коконе апельсиновом находитесь. То есть на расстоянии человеческой руки люди будут чувствовать, если приблизиться к вам. Но он, так как это цитрусовый аромат, хочу сказать, он не особо стойкий. Это где-то 4-5 часов. Ну, таким грешат цитрусовые ароматы, к сожалению. Вот. Это мой любимый цитрус. Если вы ищете какие-то сейчас цитрусы на лето, он, по-моему, даже унисекс. Но, мне кажется, он больше подойдет для парней. Это хорошо еще, знаете, в спортзал пойти, там, заняться спортом, вообще погулять по городу. Не знаю, классно. В парке прогуляться. Хорошенький аромат. Следующий аромат, с которым я знаком уже довольно давно, примерно с 2013 года, называется он Acqua di Gio, Giorgio Armani. У меня есть такой вот пробник. И также у меня есть такой небольшой флакончик 5 мл от Acqua di Gio Giorgio Armani. Это их хит, можно сказать. Единственное, чем мне не нравятся эти маленькие флакончики, они без спрея. Надо намазом наносить. Вот. Чем же мне пахнет этот аромат? Это уже здесь больше морская тематика. Не зря это аква. Но здесь я не чувствую никаких там животных, мускусов. Нету никаких там водорослей, ничего такого. Это очень такой свежий бриз, свежий морской бриз. Не скажу, что это прям натурально звучит. То есть это какая-то есть небольшая минеральность, какая-то небольшая такая соленость. Большой минус у этого аромата, он довольно нестойкий. К сожалению, на моей коже он держится час-два, и постоянно надо его обновлять. Но в какой-то степени он очень притягательный. Первые где-то 30 минут он довольно стойкий и довольно его хорошо слышно. Но потом он резко просто пропадает. Я не знаю, вот почему-то на мне так. Он пропадает, и я его не чувствую. И чтобы его еще ощущать, мне приходится его обновлять. Следующий аромат, про который я бы хотел тоже рассказать, называется Acqua di Gio Giorgio Armani, только профума. Здесь уже такой черный флакончик. Он также для меня минеральный. Также у него есть такие минеральные нотки. Но я здесь уже чувствую больше... уже какая-то есть немного небольшая бальзамичность. Именно бальзамичность хвойная. Какие-то хвойные смолы. Если взять Giorgio Armani Acqua di Gio, он такой более... свежий, свежачок. Здесь уже больше север Италии. Италия делится также на южную и северную часть. Это вот для меня север Италии, а Acqua di Gio это южная часть Италии. Такая более свежая. И здесь уже, да, чувствуется хвоя и какая-то минеральность уже больше, знаете, пахнет каким-то глиняным кувшином даже. Ну, приятно. Также минус. Нестойкий, надо периодически его обновлять. Но мне нравится такая стилистика у этих ароматов, они классные, они идеально подойдут для отпуска, поехать на море, вы сольетесь с этим ароматом, с природой, с окружающей средой, и в то же время он такой сексуальный, он идеально подойдет на свидание с девушкой пойти, да вообще хорошо. Хорошо. Следующий аромат, который я считаю самый стойкий в моей коллекции, у Giorgio Armani. Называется он Armani God. Вот такой тоже 5-миллилитровый флакончик. Нанесу его. Он также без пульвика, только помазан. И на удивление, это супер стойкий аромат. Если вы хотите что-то стойкое, и какой у него минус? Здесь есть нотка лакрицы и аниса. Ну, вот лакрица и анис как-то для меня чем-то похожи. Не очень люблю эти ноты вообще в ароматах, но здесь он довольно
хорошо пахнет, и он усиливает здесь ноту мускуса. Мне он больше прям какой-то мускусный. Но мускус здесь нету никакого животины, нету там животными никакими бобрами, барсуками не пахнет. Здесь такой белый мускус, такой бархатный мускус. То есть он притягательный. То есть для нашего носа он будет очень притягательный, чистый. То есть это, возможно, пахнет чистым телом после душа. И почему-то за счет вот этого, может быть, аниса и лакрицы, он очень громкий, он самый диффузный, он самый стойкий, он самый шлейфовый вообще. Если вы что-то мускусное любите вообще в ароматах, именно белый мускус, любите лакрицу в ароматах, там, вот поинтересуйтесь этим, он, скорее всего, вам понравится, затестите его в магазинах. Следующий аромат, который я хотел бы рассказать, тоже о Giorgio Armani, и он мне почему-то нравится диамант из всех этих малюток, которые у меня здесь есть. Он мне больше всего нравится. Если Armani Privé это больше такой апельсиновая плантация, цветки апельсина, много цитрусов, таких как бы больше апельсиновых, мандариновых. Здесь уже смесь цитрусов, здесь уже и лимончик, и мандарин, скорее всего, и какая-то специя, которая украшает именно цитрусовые ароматы, это, скорее всего, корица для меня. Чем-то он мне напоминает у Шанеля есть аромат Эгоист. Вот они чем-то с ним похожи. Здесь, на удивление, я как знаю, то, что есть нота какао, но никакой ноты какао вообще здесь он не пахнет никак. Он больше мне почему-то пахнет кофе. Со временем вот эта сама пирамида, которая здесь представлена, она больше вот выстраивается вокруг какой-то кофейности и цитруса. Если вы ищете для себя что-то кофейное, цитрусовое, вот это аромат вам Диамант понравится. В заключение этого видео хотел бы сказать, подписывайтесь на наш канал, это помогает мотивировать нас и продвигать наши видео в системе YouTube. Пишите комментарии. Комментарии мне всегда нравится читать, интересно, что вы пишете. Возможно, вы напишите в комментарии ваши любимые ароматы от марки Giorgio Armani. Вам хорошего вечера, хорошего дня и настроения. Всем удачи, с вами был Слава, всем goodbye.